Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы захватят мой канал. История начинается с того, что мальчик по имени Годжо смотрит на красивых кукол Хина. Его дедушка говорит ему: «Я их сделал, разве они не прекрасны?» Годжо отвечает: «Эта кукла Хина – самая красивая вещь на свете». Это вдохновляет его на создание собственных кукол Хина. Но на следующий день его друг сердито говорит: «Это так жутко, почему тебе нравятся куклы девочки? Ты же мальчик». Она разрывает их дружбу, говоря: «Я тебя ненавижу», и убегает, прежде чем он успевает что-то объяснить, и ему становится грустно. В это время Годжо просыпается от звука будильника на телефоне. Он встает и говорит доброе утро кукле, которая вдохновила его на создание кукол. Спускаясь по лестнице, Годжо говорит доброе утро своему дедушке и молится у алтаря, посвященного его родителям и бабушке. Он садится завтракать с дедушкой, который говорит ему: «Даже если ты еще не научился делать лица куклам, костюмы, которые ты для них создаешь, впечатляют». Годжо отвечает: «Мне еще многому предстоит научиться». Затем дедушка спрашивает, есть ли у него друзья, на что Годжо отвечает: «Да, конечно, у меня есть друзья, просто они все заняты своими делами». Дедушка улыбается и говорит: «Понятно». После этого Годжо идет в школу. Когда он идет в школу, сзади к нему подходит мальчик и обнимает его, но вскоре он понимает, что это не его друг, и убегает, говоря: «Я думал, что это кто-то другой». Сидя в классе, он признается себе, что даже в старшей школе у него нет друзей. Это происходит в основном из-за его увлечения куклами Хина, так как это не самый распространенный интерес среди его одноклассников. К тому же он боится, что если расскажет о своем хобби создании кукол, то другие не захотят с ним дружить, как его друг детства, который ушел из-за этого. Пока он погружен в свои мысли, Марин случайно падает на его стол и ударяется головой. Годжо в шоке. Ее друзья подходят и извиняются за то, что толкнули ее. Все внимание класса переключается на нее. Она встает, потирая голову, и извиняется перед Годжо. Он просто смотрит на нее, потому что она такая милая. В этот момент она замечает его руку и спрашивает, что это за пятно. «Это не порез, да?» Годжо смущенно убирает руку, говоря, что это ерунда. Марин говорит, что это хорошо, и улыбается. Когда она уходит, он прячет чернила, которые попали на его руки, когда он делал куклу Хина. Пока она идет, он смотрит ей вслед и краснеет. Он думает о ней, о том, что Марин очень веселая и популярная девушка, у которой много друзей, в отличие от него. В этот момент Наа рассказывает о вчерашнем инциденте. Она говорит другим друзьям, что какой-то горячий парень подошел к Марин, чтобы признаться ей в любви, но потом посмеялся над ее брелоком с аниме и сказал, что это отстой. Это ее разозлило, и она ответила, что это ты отстой, и ушла. Теперь ее подруга говорит ей, что если бы парень был горячим, то стоило бы дать ему шанс. Марин отвечает, что ей все равно, насколько он горячий. Годжо слушает их разговор. Затем она говорит, что ей не нравятся такие парни, он буквально высмеял то, что ей нравится. Услышав это, Годжо понимает, что у них есть что-то общее, несмотря на то, что они живут в совершенно разных мирах. После уроков одноклассники попросили Годжо помочь им с уборкой. Годжо согласился, и они оставили его одного. Он начал убираться, но тут увидел, что в класс заходит Марин. Она начала расставлять стулья, потому что сегодня была ее очередь убираться. Она спросила его, где остальные, кто должен был убираться. Он ответил, что они ушли домой, у них были какие-то дела. Она спросила его: «Годжо-хан, они тебя используют?» Он неохотно признался: «Наверное, да. Они думают, что на меня можно положиться». Марин сказала: «Они просто пользуются тобой. Ты не должен соглашаться на то, чего не хочешь». Она посоветовала ему постоять за себя. Вечером, когда он шил, он поранился. Его дедушка спросил, что случилось. Он ответил, что порезал палец. Пока дедушка ходил за бинтом, он вспомнил совет Марин во время уборки и подумал: она видела меня насквозь. Я всегда подавлял свои чувства. И снова вспомнил слова своего друга детства: «Я тебя ненавижу». Он продолжил шить. В этот момент вернулся дедушка с бинтом. Годжо понял, что машинка не работает, и сказал об этом дедушке. Перед сном он посмотрел на свои забинтованные пальцы и подумал, что скоро купит новую машинку. На следующий день он решил воспользоваться школьной швейной машинкой. Он посмотрел на свою куклу и обрадовался, что сегодня сможет сшить ей одежду. В этот момент вошла Марин, и они оба были шокированы, увидев друг друга. Годжо уронил голову куклы, но успел поймать ее и сказал: «Ты в порядке?» Но тут он понял, что Марин все слышала. Увидев выражение ее лица, он подумал: все кончено. Марин спросила: что за черт? Но в следующую секунду она взволнованно говорит: «Это так здорово. Ты умеешь пользоваться швейной машинкой». Годжо в замешательстве смотрит на нее, не ожидая такого ответа. Он говорит ей, что его семья владеет магазином кукол Хина,
поэтому он научился шить еще в детстве. Она спрашивает, это кукла Хина? Покажи мне. Он показывает ей куклу, и она восклицает, посмотри на эту красотку. Какие у нее блестящие глаза. Годжо краснеет и думает, что впервые кто-то похвалил то, что ему нравится. Он говорит ей, эту куклу сделал мой дедушка. Я умею только шить для них одежду. Она говорит, значит, ты можешь шить одежду. Затем она начинает снимать с себя одежду. Годжо краснеет, видя это. Она расстегивает рубашку и понимает, что Годжо рядом, и просит его отвернуться. Он поворачивается, и она снимает рубашку. Он спрашивает, зачем она раздевается. Она просит его посмотреть на нее. Он нерешительно поворачивается и видит ее в наряде. Она спрашивает, как тебе это платье? Я шила его для себя. Он спрашивает, что на тебе надето? Она показывает ему, он смотрит на картинку, а потом на нее. Это совсем не то, что она носит. Он в шоке и говорит, ты шутишь? Это совсем другое. Она расстраивается. Он начинает рассматривать платье и говорит, что оно плохо шито и на нем много складок. Но тут он смотрит на ее лицо, которое, кажется, вот-вот заплачет, и извиняется за то, что слишком резко раскритиковал платье, задев ее чувства. Она говорит, я не сержусь. Затем она подходит к нему и останавливается. Она говорит ему, я сделала этот костюм, потому что хотела поиграть в косплей. Годжо спрашивает, какой косплей? Марин взволнованно отвечает, я буду играть в косплей любого любимого персонажа из аниме, чтобы показать, как сильно я люблю своих любимых героев. Она так взволнована, что у нее сползают трусики, и Годжо краснеет. Она берет его за руку и просит сделать ей костюм для косплея. Годжо слушает ее, когда она говорит, «Пожалуйста, Годжо-кун, я хочу играть в косплей своих любимых персонажей». Услышав это, он вспоминает, что она первая, кто восхищается его работой и любовью к куклам Хины, и даже советовала ему раньше. Поэтому он решает помочь ей и крепко сжимает ее руку, говоря, «Я готов сделать для тебя костюм». Услышав это, Марин так радуется, что начинает прыгать туда-сюда. Годжо смотрит на нее, когда она от счастья начинает вести себя слишком эмоционально при мысли о том, что будет играть в косплей своих любимых персонажей. Годжо спрашивает, какого персонажа она хочет сыграть первым. Она отвечает, «Я хочу сыграть Шизуку Киротан из Академии Святой Слайперс для девочек». Годжо переспрашивает, что? Отвечает, «Ты что, не понял?» И повторяет, «Шизуку-тан из Академии Святой Слайперс для девочек». Годжо поднимает руку и говорит, «Я никогда не слышал об этом сериале». Марин рассказывает ему вкратце о сериале, в котором есть сюжет про гарем. Годжо совсем не понимает, о чем она говорит. Ему приходит в голову мысль, она что, просто издевается надо мной? Но посмотрев на нее, он понимает, что она говорит серьезно. Затем она рассказывает о персонаже Сузуки-тан, который ей так понравился, что она захотела стать Шизуку-тан. Годжо замечает, что когда Марин говорит о том, что ей нравится, она выглядит по-настоящему счастливой. Когда она заканчивает, он говорит, это же серия для извращенцев, да? Разве она не для взрослых? Марин притворяется дурочкой и говорит, да, никаких проблем. Годжо говорит, я думал, такие сериалы нравятся только мальчикам. Марин отвечает, разве важно, мальчик ты или девочка, если тебе что-то нравится? Услышав это, он вспоминает, как его друг говорил, что куклы — это девчачьи игрушки. Он взволнованно встает и говорит, нет, ни за что. Он достает телефон, чтобы поискать идеи для нарядов в интернете. Марин достает из сумки книгу и говорит, смотри, у меня есть руководство для начинающих по созданию нарядов. Годжо заглядывает внутрь и говорит, ух ты, эта книга очень полезная. Там все подробно описано. Годжо говорит, давай начнем работать с понедельника. Марин хлопает его по плечу и с улыбкой благодарит. Ночью к нему в комнату заходит дедушка и говорит, завтра я куплю тебе швейную машинку. Годжо отвечает, хорошо. Когда дедушка уходит, он вспоминает, как провел время с Марин. Он встает и смотрит в руководство и читает что-то, от чего краснеет. На следующий день кто-то стучит в дверь, он открывает и видит Марин. Он спрашивает, что ты здесь делаешь? Она отвечает, я не могла ждать до понедельника, поэтому просто нашла твой магазин кукол и пришла. Она спрашивает, можно войти? Годжо не знает, что сказать. Она приносит ему несколько пирожных, говорит, что они очень вкусные. Она заходит в комнату и шокирует его. Подходит к его комнате и спрашивает, это твоя комната, верно? Открывает дверь и со смехом говорит, ты даже не запер дверь. Затем она смотрит на его кисти и говорит, значит, ты рисуешь ими своих кукол. В этот момент его сердце начинает биться так сильно, потому что единственным человеком, который когда-либо был в его комнате, был его дедушка, а теперь это девушка. Он успокаивается, когда видит перед собой Марин. Она спрашивает, ты слушаешь, Годжо-кун? Он спрашивает, что такое? Она говорит, давай поторопимся и сделаем это. Он растерянно спрашивает, что именно? Она отвечает, измерь меня.
Он говорит, может пусть кто-нибудь другой это сделает? Она спрашивает, почему? Ты больше не хочешь этого делать? Он нерешительно отвечает ей. Потому что вчера я прочитал в книге, что для измерения нужно быть в нижнем белье. Она говорит, так вот, что ты имел в виду. И начинает расстегивать рубашку. Затем говорит, вот так. На ней был купальник. Снимая штаны, она говорит, я подумала, что ты будешь смущен, поэтому надела купальник. Но Годжо все равно нервничает из-за внешнего вида Марин и раздражается, когда она прикасается к нему. Затем он говорит, я начну измерять. Пожалуйста, потерпи. Она говорит, тебе будет проще, если я закрою глаза. Он заставляет себя измерить ее и двигается вперед. Он прикладывает измерительную ленту к ее голове, но в этот момент она открывает глаза, и он отшатывается, испугавшись. Он встает и говорит, повернись, я измерю плечи. Но увидев ее сзади, он теряет самообладание. Наконец, набравшись смелости, он спрашивает, не чувствует ли она себя неловко в одном купальнике. Она отвечает, что нет, и что ее волнует только костюм. В этот момент она слышит звук. Годжо шлепает себя по лицу. Она спрашивает, что он делает. Он отвечает, что ничего. Он говорит себе, что не должен думать о таких неприличных вещах, ведь она полагается на него. Затем он начинает снимать с нее мерки. Он думает, что ему нужно просто сосредоточиться. Затем Марин просит его измерить ее ноги, чтобы купить обувь для косплея. Он говорит, что сначала принесет стул. Прежде чем уйти, она садится на его футон и говорит, что так будет удобнее. Годжо говорит, нет, нет, встань, здесь грязно. Марин ложится и говорит, что все в порядке. Годжо говорит, нет, я принесу стул. Марин говорит, давай начнем с ног. Она встает и кладет ноги ему на колени. Годжо краснеет. Она говорит, давай, Годжо-хан. Наконец, сняв мерки с ее ног, он чувствует облегчение, но снова покрывается холодным потом, когда она говорит, что пора снимать мерки. Он оборачивается и спрашивает, ты просишь меня измерить их? Она отвечает, а кто еще это сделает? Он тяжело дышит, глядя на ее грудь, и говорит, что не может. Она подходит к нему и говорит, давай быстрее, у меня руки затекли. Он говорит, прости, и подходит ближе, чтобы измерить их. Он пытается успокоиться. И, наконец, измеряет ее. После этого он чувствует себя так, будто сейчас умрет. Он просит ее измерить себя и сделать выкройку, чтобы получился идеальный мешок, как у Сузу Катан. Годжо говорит, я не могу, пожалуйста, сделай это сама. Она хлопает его по плечу и говорит, Годжо-кун, я пошутила, дай мне измерительную ленту, я сама все измерю. Пока она измеряет, Годжо чувствует себя неловко. Она говорит 20 сантиметров, и Годжо теряет дар речи, хотя это всего лишь число. Затем она говорит, осталось измерить длину по внутреннему шву. Годжо думает, я измерю, не глядя на нее, хочу быть как Марин, которая никогда не теряет самообладание. Но как только он измеряет и смотрит на нее, она вся красная. Он говорит, ты вся красная, поняв это, она странно себя ведет. Он думает, что может быть в комнате жарко, и идет включить кондиционер. Наконец, они заканчивают с измерениями. Когда Марин одевается, Годжо спрашивает, у тебя есть какие-нибудь рекомендации по костюмам для девушек, чтобы я знал, как они выглядят? Марин достает DVD с фильмом «Скользкая девчонка» и дает ему, говоря, можешь посмотреть его. В этот момент он замечает ее брюки и краснеет, увидев ее снова. Вечером, когда дедушка возвращается с рынка, он в шоке видит, что Годжо смотрит сериал 18+. Поняв, что дедушка дома, он спрашивает, готов ли ужин. Дедушка отвечает, что да, и думает, кто вообще смотрит такие сериалы. Он еще и делает заметки. Теперь мы видим Марин, которая очень довольна своим костюмом Сузуки-тан. Годжо говорит, что костюм идеально ей подходит. Давайте наденем парик. Марин говорит, когда я перевоплощаюсь, я начинаю чувствовать себя персонажем. Она начинает вести себя как Сузуки-тан, называя его господин. Годжо тоже весь в напряжении. Когда она говорит, пожалуйста, посмотри на меня, Годжо просыпается. Это был всего лишь сон. Затем он заглядывает в свои штаны. Смутившись, он смотрит на куклу и говорит, можешь отвернуться. Позже, когда он идет в класс, появляется Марин. Он слышит, как девочки обсуждают, какая Марин милая и популярная. Он думает, неужели она была у меня дома? Он уходит, но Марин окликает его. Она подходит и начинает с ним разговаривать. Он краснеет, вспоминая свой сон. В этот момент подходит ее друг Наа и говорит, можно я тоже с вами? Другие ее друзья тоже подходят и здороваются с ним. Он думает, я окружен, но они все ведут себя очень мило. Одна из ее подруг спрашивает, почему он так смущен. Марин кладет руку ему на плечо и смотрит ему в лицо, а потом говорит, он совсем не смущен. Но когда она прикасается к нему, он краснеет. Потом Марин уходит, говоря, увидимся позже. Она уходит со своими друзьями. Годжо думает, что Марин также ведет себя с ним и в школе. Но потом он слышит, как девочки обсуждают, встречается ли Марин с этим Годжо. Она может найти кого-нибудь получше. После уроков, когда Марин подходит к нему, он уходит, говоря, мне нужно кое-что сделать. Позже она снова пытается заговорить с ним. Он убегает.
Она идет его искать, но он прячется. Она продолжает звать его. Она ищет его в каждой комнате и даже громко зовет его по имени. Но она не может его найти и теперь чувствует себя виноватой, что он ее игнорирует. После школы, когда он идет домой, Марин догоняет его и спрашивает: «Пойдешь со мной по магазинам?» Проходящие мимо ученики смотрят на них. Увидев это, Годжо отказывается идти с ней и убегает. Марин не понимает, почему он так себя ведет. Он избегает ее, и ей это неприятно, но Марин все равно его находит. Она спрашивает, почему он ее избегает, Годжо-хан. Он отвечает, что ей не стоит общаться со мной, когда рядом другие люди. Она говорит: «Что ты такое говоришь? Мы уже друзья». Он отвечает: «Но люди думают, что мы встречаемся». Она говорит: «Тогда почему бы нам не встречаться?» И он краснеет. Она берет его за руку и говорит: «Я пошутила, пойдем». И уводит его с собой. Держа его за руку, она говорит: «Пойдем, Годжо-кун». Теперь они стоят перед отделом косплея в магазине. Он протягивает ей листок с эскизом Сузукаты и говорит, что им нужно для костюма. Она удивлена, что Годжо сам все нарисовал. Потом она показывает ему ткань, которую они могут купить для костюма. Но Годжо выбирает другую ткань, говоря, что Сузуката учится в академии для высшего класса, поэтому костюм должен быть из качественной ткани. Однако эта ткань в 2 раза дороже. Марин достает деньги и говорит: «Мама ходила в банк. Возьми их. Я копила на свой косплей, работая. Если ты не возьмешь их, то мой труд пропадет зря». Годжо соглашается. Теперь они вместе выбирают ткань для костюма и другие вещи, которые нужны для косплея. Когда они заканчивают покупки в этом магазине, Марин говорит: «Теперь пойдем в Ласточкин хвост». Когда они заходят туда, Годжо удивляется, увидев, что это магазин париков. Он говорит: «Ого, у них столько разных цветов». А потом Марин говорит ему: «Я нашла черный парик, который нам нужен». Годжо говорит: «У Сузуки Тана фиолетовый костюм, верно? Так что, возможно, у нее фиолетовые волосы». Но он понимает, что она не знает всех деталей. Они выбирают цвет, подходящий к ее одежде. Затем Марин говорит: «Если бы я пришла сюда одна, то купила бы не то, что нужно. Спасибо, что пошла со мной, Годжо-хан». Затем она подходит к кассе, чтобы расплатиться. После этого она выходит и говорит: «Теперь пора купить колготки и чулки». В магазине Годжо чувствует себя неловко, потому что это магазин нижнего белья. «Вокруг только женщины», — говорит он. «Марин-сан, давай быстрее». В этот момент она появляется сзади и показывает ему. Он говорит: «Закрой это», а она дразнит его: «Может, ты хочешь что-то поинтереснее?» Годжо кричит: «Пожалуйста, перестань меня дразнить». Позже, поев, они идут домой. Они обсуждают самые откровенные моменты сериала, от которых у взрослых людей глаза на лоб лезут. Черт, современные школьники такие страшные. Когда они идут домой, Марин спрашивает: «Интересно, где я смогу надеть свой костюм, когда он будет готов?» Годжо спрашивает: «Есть ли специальные места?» Она отвечает: «Да, например, косплей, мероприятия и студии. Еще можно выкладывать свои фотографии в соцсетях». Она показывает ему фотографии косплееров, которые выкладывают свои снимки. Она рассказывает ему о загадочном косплеере по имени Джуджу, который очень популярен, но никогда не посещает мероприятия. Затем она показывает ему еще один вариант костюма и говорит с восторгом: «Она такая милая». Теперь, когда они идут, Марин листает фотографии косплееров, комментируя, какие они милые, красивые или прекрасные. Но вдруг она останавливается и говорит: «Ты ничего не сказал. Тебе не кажется, что они милые или красивые?» Годжо отвечает: «Нет, дело не в этом. Извини, это немного раздражает. Когда я был маленьким, я впервые увидел куклу Хина у своего дедушки. Я не мог отвести от нее глаз. Я понял, что слово «красивое» существует именно для таких вещей. Поэтому я не могу сказать «милое» или «красивое», если не чувствую этого сердцем». Марин комментирует: «Годжо-хан, ты настоящий ценитель внешности». Он говорит: «Я не отрицаю, что они выглядят хорошо, просто мне трудно это выразить». Она просто идет вперед и говорит: «Если ты так решил, то все в порядке. У меня тоже есть свои предпочтения». В этот момент она замечает фургон с едой и пускает слюнки при мысли о мясных рулетах. Купив их, она откусывает кусочек и наслаждается вкусом. Когда они собираются разойтись, Марин говорит ему, что ей было приятно провести с ним время, и благодарит его за помощь. Он молча смотрит на нее. Она говорит, что мясные рулеты вкусные. «Попробуй», — краснеет он. «Я очень сыт». Она сама откусывает кусочек и облизывает губы. «Ты что, только что подумал?» Она явно объелась. Годжо покрывается холодным потом. Она смотрит на свой телефон и говорит: «Уже поздно». И убегает со словами: «Я опоздаю на поезд, увидимся». Годжо машет ей вслед. После того, как Марин уходит, Годжо вспоминает, что через 2 недели будет косплей-фестиваль. Возвращаясь домой на поезде, он беспокоится, что не успеет сделать костюм. Когда он приходит домой, его встречает дедушка. Годжо говорит ему, что ходил по магазинам с подругой. Когда он спрашивает, что они купили, из сумки выпадают женские чулки.
Он в шоке, спотыкается и сильно ударяется. Сейчас мы видим, как Годжо сидит у палаты дедушки, когда туда приходит его двоюродная сестра. Он говорит ей, что врач лечит дедушку после того несчастного случая. В этот момент дедушка выходит из палаты и благодарит врача. Он подходит к ним. Годжо помогает ему сесть. Мирои говорит, что дедушке нужен отдых. Он останется с ней ненадолго, а Годжо говорит, что переночует у нее дома. Дедушка говорит: «Надеюсь, я не буду вам обузой». Они идут домой к Мирои. На следующий день в школе Годжо рассказывает Марин о несчастном случае с дедушкой. Марин говорит: «Дай мне знать, если тебе понадобится помощь». Годжо отвечает: «Спасибо, я справлюсь». Она просит его обменяться номерами, чтобы они могли связаться друг с другом, если что-то случится, и Годжо соглашается. По дороге в класс Годжо думает: «Я не успел поработать над костюмом. Нужно начать сегодня». Марин звонит ему, возвращая его к реальности. По дороге она смотрит на доску и говорит: «Семестровые экзамены начинаются на следующей неделе». Услышав это, он думает только об одном: «Мне нужно найти время, чтобы сделать ей костюм». Марин спрашивает: «Ты в порядке?» Он отвечает: «Да». Вечером Годжо звонит друг, который приехал из Франции и хочет посетить их мастерскую по изготовлению кукол Хина. Сначала он отказывается проводить экскурсию, но так как друг может прийти только в этот день, он соглашается. Положив трубку, он расстраивается из-за того, что ему нужно сделать так много дел. Теперь он начинает работать над костюмом для Марин и одновременно проводит экскурсию по мастерской по изготовлению кукол Хина. Он допоздна работает над костюмом. Даже если он поранится, он наложит повязку и продолжит работать. На следующий день, когда экзамен закончится, Марин смотрит на Годжо, который все еще сидит за партой. Но прежде чем она успевает подойти к нему, появляется ее подруга, и Годжо поспешно уходит. Ночью она стоит у его дома, пишет ему сообщение, но не получает ответа. Она заглядывает в окно, но внутри темно, и она думает, что он, наверное, у своего двоюродного брата навещает дедушку. Она возвращается домой. В это время в его доме беспорядок, он даже не вынес мусор. Он открывает глаза, у него болит голова от переутомления и недосыпа. Он смотрит на детали костюма и понимает, что он еще не готов. Марин расстроится, если костюм не будет готов вовремя. Он смотрит на свои кисти и думает, что пока не умеет ими пользоваться. Что мне делать, если я никогда не научусь правильно рисовать лица кукол? Он чувствует себя подавленным и начинает плакать, вспоминая, как спросил у дедушки, сложно ли рисовать лица кукол. Дедушка рассмеялся и сказал, что сначала мне тоже было сложно. Он открыл альбом и показал ему, сказав, что улыбки наших клиентов делают меня счастливым, что я выбрал эту работу. Ты продолжаешь, потому что хочешь сделать кого-то счастливым, даже если это трудно. Он вспоминает, как провел время с Марин и как она была взволнована из-за косплея. Он выходит из депрессии, вытирает слезы и продолжает работать всю ночь. Утром он пишет Марин, что закончил костюм. Позже Марин приходит к нему и удивляется, увидев наряд. Она говорит Годжо: «Я не собиралась идти на сегодняшнее косплей-мероприятие». Годжо спрашивает: «Ты не пойдешь?» Она отвечает: «Есть и другие косплей-мероприятия, поэтому я собиралась подождать, пока ты закончишь». Услышав это, Годжо садится и говорит: «Слава богу, я так переживал, что не успею к сегодняшнему мероприятию». Но когда он смотрит на Марин, она начинает плакать и говорит: «Я не знала, что ты так стараешься ради меня. Прости, я думала, ты просто занят экзаменами и дедушкой». Чтобы разрядить обстановку, он предлагает: «Почему бы тебе не примерить этот наряд? Если нужно что-то подогнать или исправить, я могу это сделать». Марин говорит: «Но ты устал». Он отвечает: «Я буду рад, если ты сейчас это сделаешь». Марин вытирает слезы и говорит: «Хорошо, я буду в нем красоткой. Спасибо, Годжо-кун». Она вытирает нос, а Годжо причесывает ее и собирает волосы в пучок. Он говорит, что сделает ей макияж, как у Шизуку-тан. Для макияжа глаз он смотрит видео. Для ресниц он думает, что нужны накладные. Он говорит ей: «У меня есть несколько видов ресниц на выбор». Марин спрашивает: «Это твои подруги?» Он отвечает: «Нет, мы используем ресницы для некоторых кукол Хина». Он показывает ей фотографию куклы Хина с ресницами. Она говорит: «Она милая». Годжо отвечает: «Мы даже используем разные виды макияжа для разных кукол Хина. Это все сделал мой дедушка. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу хорошо нарисовать их лица». Марин отвечает: «Сможешь, Годжо-кун». Он улыбается и благодарит ее, а Марин говорит, что впервые видит его таким. Затем он говорит, что твои брови совсем не похожи на брови Шизуку-тан. Она задумывается и говорит: «Сбрей их», и он удивляется, что она не возражает. Теперь он полностью закончил ее макияж. После этого она переодевается и надевает парик, подходящий к костюму Сузуки-тан. Годжо ждет снаружи, пока она переодевается. Когда она заканчивает, он заходит и поражается ее виду. Она спрашивает Годжо-кун: «Я действительно похожа на Шизуку-тан?» Годжо отвечает, что да,
она выглядит как Шизуку-тан. Она радуется и говорит, что это все благодаря тебе. Затем он спрашивает, как сидит костюм. Она отвечает, что сидит хорошо, но ей немного трудно поднимать руки. Но эти сумки идеально подходят. И юбка тоже нужной длины. Молодец, Годжо-кун. Годжо отвечает, что польщен, но впереди еще долгий путь. Марин говорит, что она очень взволнована. Это так здорово. Годжо говорит, успокойся, Марин-сан. Она говорит, что хочет сделать несколько фотографий. И Годжо начинает ее фотографировать. Когда Марин смотрит на фото, Годжо говорит, что тебе нужно позировать как Шизуку-тан. Она отвечает, хорошо, давай сделаем фото здесь. Я буду позировать как она. Но когда она позирует, то начинает смеяться. Она так взволнована и счастлива, что не может остановиться. Она пытается снова уже серьезно. Годжо делает фото и говорит, что на этом она похожа на Шизуку. Он продолжает фотографировать ее, и каждая ее поза похожа на Шизуку. Когда они заканчивают, она смотрит на фото и говорит, что загрузит их в интернет. Она говорит, что фото милые. И говорит, что они пойдут на завтрашнее косплей-мероприятие. Годжо спрашивает, что? На следующий день они приходят на косплей-фестиваль. Глаза Марин загораются от восторга, когда она видит множество косплееров. Она смотрит на них одного за другим и говорит, что они выглядят потрясающе. И сейчас я впервые выступаю в роли косплеера. Я счастлив. Но когда она смотрит на Годжо, он весь в холодном поту. Он говорит, что ему не стоило сюда приходить. Здесь слишком много девушек. Он говорит, что все смотрят на нас. Марин говорит, что они смотрят на нее из-за ее потрясающего костюма. Годжо говорит, что нет, это потому, что он здесь лишний. Она говорит, что, наверное, это потому, что у нее самая лучшая сумка. Потом они поднимаются наверх, и она говорит, что здесь все очень круто. Она замечает одного косплеера и говорит, что он такой милый. В этот момент подходит фотограф и спрашивает, можно ли сделать несколько снимков. Он говорит, что вы играете Шизуку-тан, верно? Лицо Марин сияет, и она отвечает «да». Годжо отходит в сторону и наблюдает за Марин. Она позирует как Шизуку-тан, пока фотограф делает снимки. Потом она смотрит на фото и говорит, что это очень мило. Потом она предлагает сделать совместное селфи. Когда фотограф уходит, подходит другой. Фотограф просит ее позировать. Годжо думает, что она похожа на Шизуку-тан. Пока она позирует, он смотрит на других косплееров и думает, что они играют своих любимых персонажей. Вот почему они могут так свободно веселиться. Потом он смотрит на Марин и думает, что ей тоже весело. Он вспоминает, как она попросила его сделать для нее костюм для косплея. И он выполнил свое обещание. Но потом он понимает, что сегодня они с Марин больше не увидятся. Он думал, что у него никогда не было друзей, но Марин стала его первой подругой, и проводить с ней время было так весело. В этот момент Марин ищет Годжо и, увидев его, чувствует облегчение. А Годжо не может отвести от нее взгляд. После фотосессии она подбегает к Годжо. Она останавливается перед ним и говорит: «Я думала, ты меня бросил», и очень испугалась. Потом она говорит: «Моя одежда сейчас порвется». Годжо спрашивает: «Что ты имеешь в виду?» Она повторяет: «Прошлой ночью я смотрела на твои фотографии, которые ты сделал. Бюст Шизуку-тан должен был быть больше, поэтому сегодня я надела новый лифчик. Теперь моя грудь буквально вот-вот лопнет». Он говорит: «Я подобрал ткань так, чтобы она идеально на тебе сидела, поэтому места для нового лифчика не было». Она говорит: «Этот наряд и так слишком горячий, я сейчас умру». Годжо понимает, что выбрал слишком плотную ткань. Они заходят внутрь, чтобы она могла остыть. Она пьет холодный напиток и говорит: «Теперь мне немного лучше». Он дает ей охлаждающую повязку, и она прикладывает ее к колбу. Она говорит: «Так приятно». Потом она вытирает пот подмышками. Годжо пытается придумать, как ее охладить, и им нужно расстегнуть ее одежду, чтобы спастись от жары. Она просит его расстегнуть молнию, и Годжо в шоке говорит: «Я не могу». Но потом он понимает, что ей действительно тяжело. Поэтому, собравшись с духом, он расстегивает молнию. Она говорит, что ей приятно, а Годжо краснеет. Потом она просит его вытереть ей спину. Он старается не терять самообладание и начинает вытирать. Она начинает шуметь, и Годжо говорит ей, чтобы она говорила тише. Затем она просит у него полотенце, чтобы вытереть под юбкой, потому что там все мокрое. Она вытирается полотенцем и поправляет одежду. Она говорит Годжо, что пора возвращаться домой. Они выходят на улицу и зовут фотографа. Она извиняется за то, что убежала, и говорит ему: «Теперь можешь фотографировать». Она принимает нужную позу. Во время съемки сильный порыв ветра поднимает юбку Марин, и становятся видны отметины на ее бедрах. Годжо и фотограф краснеют, и она случайно нажимает на кнопку. Она говорит: «Я сейчас все удалю». Но Марин больше всего беспокоит то, что она не смогла принять нужную позу. После мероприятия они вместе возвращаются домой на поезде. Марин благодарит Годжо: «Это все благодаря тебе, я смогла пойти на мероприятие». Годжо отвечает:
отвечает, для меня это тоже был отличный опыт, и мне правда было очень весело. Годжо немного грустнеет, думая, что это их последняя встреча с Марин. И тут Марин спрашивает, какой косплей мы будем делать дальше. Есть еще несколько косплеев, которые я хочу сделать. Годжо радуется, Марин замечает это и говорит, ты выглядишь очень счастливым. В чем дело? Годжо краснеет и отвечает, я с нетерпением жду возможности поработать с тобой еще. Она смотрит на него, а потом смеется. Да, конечно. Потом она показывает ему косплей, который хочет сделать, но видит, что Годжо очень сонный и предлагает ему вздремнуть. Она начинает рассказывать о мероприятии и говорит, что ей очень понравилось, а Годжо пытается слушать ее сонными глазами. Он смотрит на нее и вспоминает, как она была одета в косплей Шизуку Тан. Он говорит, ты сегодня очень красивая. Вспомнив, что Годжо использует слово «красивая» только для особенных вещей, которые связаны с ним, Марин удивляется и краснеет. Когда они приходят к Годжо, они решают постирать парик и одежду Марин. Он читает инструкцию, наливает кондиционер для белья в воду, Марин следует его указаниям и аккуратно стирает парик руками. Пока он читает следующие шаги, она смотрит на него и не может отвести взгляд. Он кажется таким милым, что Марин краснеет. Тем временем, когда Мирой провожает дедушку домой, она узнает, как он поранился. Она говорит, ничего удивительного, что у школьника вроде Годжо есть женские чулки. Дедушка отвечает, неужели? Когда они приходят домой, он видит, что Годжо держит женскую одежду, и внезапное появление Марин шокирует его, и он ударяется спиной о дверь. Годжо накладывает ему обезболивающие пластыри. Дедушка смотрит на Годжо, который говорит, мы ничего такого не делали. Дедушка отвечает, я вижу это по одежде. Он подходит ближе, чтобы рассмотреть, и говорит, впечатляет. Годжо говорит, но мне еще есть над чем поработать. Он начинает рассказывать дедушке о своих недостатках и о том, что ему нужно улучшить. Марин просто смотрит на Годжо и думает, я по уши влюблена в Годжо Хана. Она не понимает, нравится он ей или она его любит. Пока она думает, как справиться с этой ситуацией, у нее урчит в животе. Они слышат это и спрашивают, не голодна ли она. Марин краснеет и думает, что сейчас ее кто-нибудь убьет. Они предлагают ей поужинать с ними. Позже они вместе ужинают. Марин откусывает кусочек и говорит, что это вкусно. Она говорит, что это удивительно, что ты умеешь готовить. Годжо отвечает, что с тех пор, как мои родители уехали, я готовлю сам. Марин говорит, что они с ним похожи. Ее мама умерла от болезни, а отец уехал на заработки. Поэтому она живет одна. Дедушка спрашивает, хорошо ли она питается. Она показывает фотографию и говорит, что да, она покупает еду в магазинах, потому что работает неполный день и у нее нет времени готовить. Они шокированы тем, что она ест нездоровую пищу. Дедушка спрашивает, уверена ли она, что ее организм выдержит это. Она показывает йогурт и молоко из магазина и говорит, что ест их каждый день, поэтому с ней все в порядке. Дедушка говорит, что с этого момента она может приходить к ним на ужин. После ужина Годжо провожает ее до станции. Она благодарит его за вкусный ужин и говорит, что ей понравилось разговаривать с его дедушкой. Когда они подходят к станции, она зовет его, но не может отвести от него взгляд. Она говорит, увидимся завтра, и убегает, помахав на прощание. По дороге домой в поезде она вспоминает, как Годжо объяснял своему дедушке, что между ними ничего не было, и думает, а что если бы было? А что если бы она призналась ему в своих чувствах? В дождливый день мы видим бегущую девушку. Дедушка идет к двери и думает, почему всегда идет дождь, когда он собирается выйти. И тут он видит девушку, которая прячется под навесом у их магазина. Он открывает дверь и зовет ее. «С вами все в порядке, мисс?» Позже мы видим, как Годжо возвращается из школы. Дедушка говорит, я ухожу. Тебя ждет друг. Уходя, Годжо спрашивает, дедушка, кого ты впустил в дом? У меня в друзьях только морской пехотинец. Он боится, что это может быть грабитель или мошенник. Затем он сталкивается с посетителем в ванной и ловит его. Он приходит в замешательство, когда она входит. Девочка собиралась накричать на Вакану, но вместо этого отступает назад. Он вспоминает, как рассказывал своему дедушке, что личико куклы Хины было мягким и шелковистым, совсем как у девочки, стоящей сейчас перед ним. Девочка была в полном шоке и покраснела. После этого они оба сидели в комнате в неловкой ситуации. Чтобы растопить лед, он спросил, что привело тебя сюда? Она ответила, наряд. Он думает, что она пришла посмотреть, как делаются куклы Хина. Затем он спрашивает, как ее зовут в школе при поступлении. Она отвечает, меня зовут Саджуна Инуи. Я учусь на 2-м курсе средней школы. Годжо был поражен, узнав, что она старше его. Затем он повел ее на экскурсию, думая, что она хочет посмотреть наряды куклы Хины. Он думает, что это делает его счастливым, когда люди интересуются куклами. Она спрашивает, почему у кукол нет голов, и Годжо отвечает, что головы здесь. Мы храним их отдельно, а потом объединяем. Затем она смотрит
смотрит на другую куклу и говорит, что это красивое кимоно. Затем она также смотрит на других кукол и хвалит их. Годжо говорит, что они все красивые, взгляни на них, но девочка хватает его и спрашивает, почему мы смотрим на кукол. Она показывает ему косплей Марин и говорит, это ты сделал, верно? Сделай один наряд для меня. Он говорит, что я делаю это не для бизнеса. Так вот, она его шантажирует. Чуть раньше в туалете ты видел меня, ты просто любитель подглядывать. Если я на тебя пожалуюсь, тебя арестуют, если ты не сделаешь костюм. Годжо в полном шоке и страхе. Она говорит, Годжо, ты сделаешь мне костюм Джуджу. Он вспоминает, что Джуджу — это имя косплеера, которым восхищается Марин. Он вспоминает, что они говорили о том, что Джуджу, кажется, учится в начальной школе. Но теперь он в недоумении, потому что знает, что она старшеклассница. Он спрашивает, почему ты здесь? Она отвечает, я увидела фотографии Марин. Она загрузила их и написала, что собирается на косплей-фестиваль. Поэтому я тоже пришла туда переодетая. И когда я узнала, что костюм сделал Годжо, я пошла за тобой домой. Годжо думает, что эти девушки очень настойчивые. В этот момент ему пишет Марин и говорит, что сейчас придет. Когда Марин приходит к нему, она в шоке от того, что видит здесь Джуджу. Марин сразу же подходит к Джуджу и засыпает ее вопросами и комплиментами. Годжо говорит ей, что Джуджу увидела твои фотографии и пришла сюда. Услышав это, Марин приходит в полный восторг. Она подходит к ней поближе, показывая свое счастье, но Джуджу говорит, меня интересует костюм, который сделал Годжо, а не ты. Теперь они сидят вместе, и она просит Годжо сделать для нее костюм черной лилии для Шина Никита. Она говорит ему, что это аниме о принцессе Шин, которая поняла, что ее старшая сестра Неон Ванитама – ее настоящий враг, который хочет все разрушить. Это разбивает сердце принцессы Шин, и она раскрывает свои скрытые способности, чтобы дать отпор сестре. Их соперничество очень популярно среди тех, кто смотрит это аниме. Годжо говорит, что сердце Шин, похоже, разбито, и Марин соглашается с ним. Затем она начинает рассказывать о сложных отношениях персонажей в сериале, и Годжо совершенно не понимает, о чем она говорит. Потом Джуджу говорит, я хочу, чтобы ты шила мне идеальный наряд для Шин. Ей так нравится этот персонаж, что у нее даже есть брелок с его изображением. Марин говорит, я тоже хочу сделать косплей на Шинтан, а Джуджу отвечает, тогда сделай. Она отвечает, но я довольно высокая по сравнению с ней, так что я не хочу делать косплей на нее и портить ее образ. Джуджу восклицает, почему ты говоришь очевидные вещи? Она думает, я думала, она несерьезно относится к косплею, но на самом деле она оказывается косплеером, который мне нравится. Затем она извиняется перед Марин, которая не понимает, за что именно. Потом она говорит, Годжо, дай мне свой номер. Не пойми меня неправильно, я хочу обсудить наряд. Я знаю, что вы встречаетесь. Годжо краснеет и говорит, нет, мы не встречаемся. Он пытается сохранять спокойствие, но не может. Марин, кажется, очень рада это слышать. Теперь Марин обращается к Джуджу. Я бы хотела сделать косплей на Нео Атаму. Ты будешь делать косплей на Блейза вместе со мной? Но она категорически отказывается. Марин пытается уговорить ее сделать косплей вместе с ней, но она отвечает, не получится. У меня нет планов работать с другими косплеерами. К тому же на этот раз я арендую студию. Марин говорит студию и представляет себе съемки Джуджу. Она взволнованно говорит, я хочу посмотреть. Ты не против, если я приду? Я оплачу половину аренды студии. Джуджу говорит, аренда студии дорогая. Годжо говорит, я заплачу 2/3. Джуджу думает, если я заплачу половину, то смогу потратить остальное на наряд. Марин говорит, извини, что побеспокоила, можешь не обращать внимания на мои слова. Она отвечает, если ты настаиваешь, я позволю тебе пойти со мной. Марин прыгает от радости, а Джуджу кричит, но на этот раз. Годжо говорит, чтобы подобрать одежду, мне нужно сначала посмотреть аниме. Джуджу спрашивает, разве недостаточно посмотреть фотографии? Годжо отвечает, просмотр аниме поможет мне выбрать подходящую ткань. Сейчас я ищу в интернете, как смотреть аниме Блейз. Марин говорит, у меня есть полный набор, можешь взять мой. Ты сможешь посмотреть его за один присест. Всего 126 серий. Годжо в холодном поту. 126. Поздно ночью дедушка Годжо рассматривает куклу Хину, которую нарисовал Годжо. Годжо думает, что у него плохо получилось, потому что он в последнее время мало тренировался. Но дедушка говорит ему, что он действительно улучшил свои навыки, особенно после того, как шил одежду для Марин-чан. Годжо удивленно спрашивает, правда? Он говорит, ты даже правильно накрасила ее, как будто рисуешь лица кукол с большой концентрацией. Продолжай в том же духе, и однажды это окупится. На следующий день Годжо звонит в дверь. Марин открывает дверь со словами «Извини, я только проснулась». Годжо ошеломленно смотрит на Марин и ее одежду. Все, что он помнит, когда они измеряли ее рост, это 20 сантиметров. Марин зовет его, выводя из раздумий. Она смотрит на себя,
пугается, у меня нет цветных линз. Потом она возвращается и приглашает Годжо войти. Годжо дает ей пудинг, который принес для нее. Она уходит на кухню, чтобы положить его. Годжо пришел, чтобы взять у нее диски с аниме. Но он так нервничает, потому что впервые в гостях у друга. Марин возвращается и говорит, почему бы нам не посмотреть это вместе. Годжо нервно спрашивает, почему. Но потом он входит и говорит, спасибо, что пригласила меня. Марин говорит, это моя комната. Он видит, что здесь полно товаров с аниме. Он немного успокаивается и говорит, да, это точно твоя комната. Они начинают смотреть аниме. Они смотрят сцену, где Неон Ванитама так грустит, что ни родители, ни любимый человек ее не понимают. Она хочет умереть, но в этот момент в ней просыпаются скрытые силы. Неон превращается в черную лобелию, и ее характер меняется. Годжо говорит, вот как она меняется и становится злой. Они видят сцену, где Шин в образе черной лилии сражается с черной лобелией. Когда она понимает, что это ее старшая сестра Неон, она останавливается, и Неон получает шанс напасть на нее. Пока они смотрят сериал, Марин и Годжо обсуждают персонажей. Шин проигрывает, и появляется цветочная принцесса и говорит ей, что печаль и боль не будут длиться вечно. Шин затыкает ее, говорят, ты никогда не поймешь, и пинает ее, говорят, ты просто веселая, и начинает драться с ней. Возлюбленный Шина Сакуэ-кун смотрит на это вместе со своим братом Сомой-куном, который влюблен в Неон Ванитаму. Годжо комментирует, они действительно красивые. В этот момент Марин думает, это что, свидание? Она пытается скрыть свое волнение, но взглянув на него, думает, я люблю его. Она снова смотрит на него и думает, что со мной происходит. Я не хочу, чтобы этот момент заканчивался. В этот момент у нее урчит в животе, и Годжо предлагает, давай что-нибудь поедим. Марин говорит, я приготовлю что-нибудь, и Годжо радуется. Но он быстро понимает, что она приготовит вредную еду. Она говорит, я сама справлюсь. Она снимает пиджак, завязывает волосы и, надев фартук, думает, чтобы приготовить. Она заглядывает в холодильник и думает, я приготовлю омлет, и пусть на нем будет написано «С любовью для Годжо». Она начинает резать лук, и у нее щиплет глаза. Она начинает готовить, пробует и понимает, что получилось вкусно. Она смеется и думает, я гений. Но в итоге омлет не получается завернуть в рисунке. Она говорит, прости, Годжо-кун, я старалась. Она смущается и говорит, тебе не обязательно это есть. Но Годжо все равно ест и говорит, очень вкусно. Она спрашивает, ты просто так говоришь? Годжо отвечает, правда вкусно. Она говорит, ладно, я тоже попробую. Он думает, в следующий раз я приготовлю что-нибудь еще, это действительно вкусно. Затем в аниме происходит эмоциональная сцена, и Годжо начинает плакать. Марин протягивает ему салфетку. В следующей сцене мы видим, как Джуджу рассматривает эскиз костюма, который Годжо сделал перед тем, как его сшить, разговаривая с ним по телефону. Она говорит, я пришлю тебе деньги на ткань. Он отвечает, можешь заплатить, когда костюм будет готов. Затем он говорит, я просматривал твои фотографии в костюмах, на некоторых у тебя совсем другие глаза. Она просит его позвонить по видеосвязи и показывает ему ленту, которую она использует, чтобы изменить форму глаз, и показывает, как это делается. Годжо говорит спасибо. Она спрашивает, ты раньше этого не знал? Он отвечает, это был мой первый опыт в косплее. Она удивляется, что он сделал такой идеальный костюм, хотя это был его первый раз. Затем она говорит, мы сделаем фотографии на камеру, моя младшая сестра делает это для меня. Он говорит, поэтому твои фотографии такие идеальные. Она отвечает, ну иногда мы их редактируем. Годжо спрашивает, можно ли мне встретиться с твоей сестрой? Я хочу поучиться у нее фотографировать. Она говорит, хорошо, и называет время и место. Затем он пишет об этом Марин, и она сразу же отвечает, я приду с тобой. Она говорит подруге, чтобы та шла вперед, пока она разговаривает с Годжо. Я думаю, что сестра Джуджу могла бы быть немного миниатюрнее и симпатичнее, и я очень хочу с ней познакомиться. Но когда они встречаются, то оба в шоке. Она совсем не такая, как представляла себе Марин, и немного стесняется, а еще у нее огромный бюст. Марин спрашивает, какой у тебя размер? Годжо хочет ее остановить, но потом понимает, что она спрашивает про рост. Теперь Марин в восторге от фотографий, которые сделала сестра Джуджу. Она говорит, что они очень милые. Джуджу говорит, я просто попросила ее меня сфотографировать, но она завела мой аккаунт и загрузила туда фотографии. Шинджу говорит, я просто хотел, чтобы кто-нибудь увидел милые фотографии моей сестры. Поэтому я завел ей аккаунт и начал загружать туда фотографии. У нее много лайков. Многие люди оставили ей комплименты. Но я не знал, как отвечать всем этим незнакомцам, поэтому просто игнорировал их. Марин говорит, ты должно быть очень любишь Джуджу. Она взволнованно отвечает, да, я ее люблю. Джуджу недовольно морщится, но на самом деле она счастлива. Шинджу показывает им цифровую зеркальную камеру, которую они будут использовать для съемки на этот раз. Марин говорит, что это круто. Затем она объясняет, как это работает и что можно использовать разные объективы для съемки. Годжо спрашивает, съемка на цифровую зеркальную камеру сильно отличается от съемки на смартфоне?
смартфон? Она отвечает, да, камера дает высокое разрешение. Кроме того, вы можете делать снимки и размывать фон, настраивать выдержку, делать четкие фотографии с падающими педалями или размывать передний план, чтобы фотография выглядела более мягкой. Марин говорит, что это звучит весело. Шинджу говорит, что фотографировать мою сестру – это счастье для меня. Марин спрашивает ее, не хочешь ли ты тоже попробовать себя в косплее? Шинджу отвечает, я? Косплей? Джуджу спрашивает, ты тоже хочешь попробовать? Она отвечает, нет, мне просто нравится фотографировать. Теперь Марин берет камеру, чтобы попробовать, и фотографирует всех. Годжо смотрит на цену фотоаппарата и восклицает, что это слишком дорого. Марин говорит, что он слишком шумный. Джуджу говорит, что если добавить еще оборудование, то будет еще дороже. Годжо говорит, не могу поверить, что камеры, которые были у всех в тот день, такие дорогие. Марин говорит, что мы будем пользоваться смартфонами, пока я не накоплю денег. Теперь перед уходом Джуджу говорит, что мы собираемся поискать место для съемки, прежде чем арендовать его. Ты хочешь пойти с нами? Марин и Годжо соглашаются. Она говорит, хорошо. На следующий день они все приходят к студии. Джуджу немного боится таких мест. Это заброшенное здание, немного жуткое. Марин и Шинджу входят внутрь. Годжо говорит, что это идеальное место для косплея в стиле «Черная лилия». Джуджу говорит «да». Годжо входит, говоря, что атмосфера немного жуткая. Марин говорит, что они поднимутся наверх. Годжо смотрит на Джуджу и спрашивает, тебе здесь некомфортно? Она нерешительно входит, говоря, что это совсем не так. Теперь Марин осматривает помещение и говорит, что здесь немного темно. Шинджу говорит, что у нас есть вспышка, так что все будет хорошо. Затем она рассказывает ей, как фонарик помогает во время съемок, и Марин говорит, что это просто потрясающе. Тем временем Годжо выглядывает в окно и говорит, что на улице действительно идет дождь. Затем он смотрит на Джуджо, которая кажется напугана. Он подходит к ней и спрашивает, все ли с ней в порядке. Она отвечает, что все хорошо, но это не так, поэтому Годжо говорит, что может осмотреть место вместо нее. Она отвечает, что нет, она будет играть черную лили, поэтому сделает это сама. Затем она спрашивает его о его мечтах на будущее, и он отвечает, что хочет стать Хиной куклой Касираши. Она говорит, что это прекрасная мечта. В моем случае я всегда хотела стать черной лили с детства. Она крутая, сильная и носит красивую одежду. Я была одержима черной лили. Но когда я училась в начальной школе, я поняла, что у меня не может быть таких же способностей, как у нее. Но когда я перешла в среднюю школу, я узнала, что можно купить одежду и сделать косплей. Я купила, но она была мне велика. Это был мой первый косплей, и он был ужасен. Так что на этот раз я чувствую, что моя мечта может сбыться, если я правильно сделаю косплей черной лили. Годжо спрашивает ее, почему она попросила его сделать такой важный костюм. Есть много людей, которые лучше меня. Она отвечает, что завидовала идеальному костюму Марин для косплея. Я подумала, что тоже хочу носить костюм, сделанный этим человеком. Затем она говорит, что увидев твой костюм, влюбилась в него с первого взгляда. Это напомнило Годжо о его детских воспоминаниях, когда он впервые увидел кукол Хина. Он говорит, что это красиво, его дедушка смеется и говорит, что мы делаем этих красавиц так, чтобы люди влюблялись в них с первого взгляда. Годжо говорит, я хочу быть таким же, как ты, дед. Его дедушка отвечает, да, ты будешь таким, тебе просто нужно немного потренироваться. Из его глаз текут слезы. Он понимает, как счастлив его дедушка. Но Годжо кажется ему страшным. Она пытается остановить его, когда он подходит к ней. Но он берет ее за руки и говорит, спасибо, что ценишь мою работу. Это первый раз, когда мальчик взял ее за руку, и она от этого падает в обморок. Теперь мы видим сцену, которая происходит через несколько дней. Это был последний день экзаменов. Марин говорит Годжо, давай сходим на пляж. Они на пляже, Марин ест свой бургер, когда Годжо спрашивает, мы пришли сюда, чтобы сфотографироваться? Марин отвечает, что? Потом она говорит, нет, мы сдали экзамены, и я хочу отдохнуть. Годжо понимает, что она такая, какая есть. Она просит картошку фри, но в этот момент ястреб уносит ее бургер. Они уходят, но птица все еще летит за ними. Марин говорит, давай где-нибудь поедим и посмотрим на океан. Мы можем понять, будет ли птица снова воровать нашу еду. Годжо бросает в птицу картошку фри и говорит, у нас еще есть бургер. Он говорит, теперь она не будет нас преследовать. Марин смеется. Они сидят у океана, и Годжо протягивает ей бургер. Она делит его и угощает его. Годжо говорит, какой приятный ветерок. Она отвечает «да». Потом она говорит, я пойду помочу ноги. Годжо смотрит на нее и думает, какой свободный дух. Но тут он заглядывает ей под юбку и краснеет. Она наслаждается водой, говорит, чувак, я поймала водоросли. Держи, Годжо-хан. Годжо снимает обувь и говорит, я иду. Она отвечает, поторопись. Он идет к воде. Заходит в воду и говорит, мои ноги тонут в воде. Марин говорит, ты слишком волнуешься. Годжо набирает воды и говорит, когда я увидел кукол Хины, мне понравилось рисовать их лица, и я никогда не думал о том, чтобы заниматься чем-то другим. Поэтому я никогда не был в таких местах. Затем он говорит, пляж
Пляж очень красивый, здесь здорово. Марин смотрит на него. Она говорит, скоро летние каникулы, мы должны поехать куда-нибудь вместе, только мы вдвоем. Годжо отвечает, я бы с удовольствием. Но тут она кое-что понимает и идет в сторону, говоря, я хочу пить. Она уходит, краснея от того, что сказала только мы вдвоем. Она прикладывает холодную бутылку к лицу, чтобы охладиться. Затем она оглядывается на Годжо и фотографирует его. Она смотрит на фото и думает, что он выглядит потрясающе. В этот момент Годжо поскальзывается в воде, и она бежит к нему, спрашивая, все ли с ним в порядке. В следующей сцене они идут в комнату Годжо после похода по магазинам. Внезапно Марин задирает юбку. Годжо пугается, говоря, не пугай меня так. Марин отвечает, ты забыл, что я рассказывала тебе о новом купальнике, который купила, пока мы болтали, но ты так и не ответил. Годжо уходит, говоря, оставь меня ненадолго. Марин спрашивает, что случилось, и он отвечает, пожалуйста, не трогай меня. Марин не понимает, почему он так себя ведет, но он краснеет, увидев ее. Сейчас она раскрашивает камень для косплея, а потом сушит его, говоря, что получилось очень красиво. Я очень довольна. Приятно чувствовать себя полезной. Годжо может понять, каково это чувствовать себя полезным, помогая ей с косплеем. В этот момент она начинает раздеваться, говоря, что хочет примерить костюм. Годжо поворачивается к ней и говорит, не делай этого при мне. Но она очень смущается, когда понимает, что надела не то нижнее белье, и краснеет. Затем мы видим, как Марин восхищается Джуджу в ее костюме, говоря, что он идеально сидит, но юбка могла бы быть немного пышнее. Годжо говорит, что возможно можно использовать проволоку. Затем они много говорят о ее наряде. Когда Годжо спрашивает Марин, она мало что знает, но пытается похвалить наряд, говоря только мило, безумно, мега безумно, супер-пупер безумно. Джуджу говорит, не нужно так стараться. Теперь Годжо начинает делать ей макияж, заплетая ей волосы. Джуджу смотрит на ее косметичку и дает ей несколько советов по макияжу для косплея черной лобелии. Годжо говорит, что можно использовать эту ленту, чтобы изменить форму глаз, и прикладывает ее к глазам. Сделав макияж, Годжо дает ей зеркало. Она смотрит в него и говорит, мое лицо всегда выглядит как у черной лобелии. Джуджу отвечает, нет, дурочка, это из-за макияжа и завивки. Она так счастлива, что начинает обнимать Годжо, но ее счастье сменяется грустью, потому что начинается сильный дождь. Джуджу говорит, что в это время года часто бывают внезапные ливни. Они в студии, она смотрит на Марин и говорит, мне нравится твой костюм черной лобелии. Марин отвечает, мне тоже нравится. Затем она нерешительно спрашивает, можно нам сфотографироваться вместе? Джуджу соглашается и делает селфи. Затем она благодарит его за то, что он сфотографировал ее. В этот момент появляются Годжо и Шинджу, и они оба удивляются. Затем мы видим, как Джуджу падает в обморок, когда Годжо ее обнимает. Позже она чувствует себя подавленной, потому что потеряла сознание. Она смотрит на Годжо и вспоминает, что заставило ее упасть в обморок. Марин говорит, что ей нужно идти, потому что у нее есть дела. Джуджу тоже уходит, говоря, пойдем, Шинджу. Перед тем, как она уходит, Годжо говорит, я должен кое-что сказать. В тот день, когда Марин спросила, не хочешь ли ты тоже переодеться, я подумал, что ты отказалась, потому что тебе было бы трудно признаться в этом перед сестрой. Но она промолчала, и Годжо ушел. Она останавливает его и говорит, я хотела бы попробовать переодеться. Есть персонаж, которого я хочу сыграть, но я не такая милая, как моя сестра, поэтому я буду выглядеть странно и расстрою ее. Годжо отвечает, на косплей-вечеринке я видел много косплееров, которые просто наслаждались тем, что они хотели делать, независимо от того, как они выглядели. Поэтому я думаю, что тебе стоит попробовать. Я уверен, что твоя сестра никогда тебя не осудит. Услышав это, Шинджу благодарит его за мотивацию. Затем она говорит, я тоже хочу сыграть персонажа по имени Блейз. Годжо думает, что она хочет сыграть цветочную принцессу, но когда она говорит, что хочет сыграть Сому, а не Ичи, он удивляется. Она говорит, когда ее сестра в беде, он всегда рядом, чтобы помочь ей. Он так похож на мою сестру. Но у меня нет денег на костюм. Годжо приходит в ужас от мысли, что косплей – это действительно дорогое хобби, но он решает помочь ей и говорит, я разберусь. На следующий день мы видим, как Годжо говорит Шинджу, что она может надеть его форму, потому что у Сомы такая же. Шинджу отвечает, да, я помню. Затем она примеряет форму у Годжо дома. Он ждет, размышляя, не будет ли форма велика для Марин. Он заходит и с удивлением видит, что она такая тесная, что пуговица отрывается. Годжо снова застегивает рубашку. Они обсуждают, как сидит форма, кроме области груди. Годжо думает, как сделать так, чтобы ее грудь выглядела менее женственно и больше походила на мужскую. И тут ему приходит в голову идея использовать бандаж, чтобы грудь выглядела более плоской. Годжо ждет снаружи, пока Шинджу надевает бандаж. Когда
Когда она заканчивает, Годжо смотрит на нее, и она говорит, у меня все равно грудь, как у девочки. Так что у Мао и Чидзина спортивный вид. Годжо ищет в интернете, как это исправить, и они находят утягивающий бюстгальтер с крючками. Они думают, что это дорого, но это не так. Годжо говорит, это поможет. Теперь он пытается снять с нее мерки, но случайно сжимает ее. На следующий день он приносит парик для ее костюма и готовится его обрезать. Шинджу думает, что он так уверен в этом, но тут он говорит, это нервирует. Трудно стричь, когда я знаю, что могу ошибиться. Она смеется, но потом извиняется. Он вспоминает Марин, как она всегда уверена в себе и не стесняется делать то, что хочет. Он хочет быть таким же, как она. Вспоминая об этом, он говорит, теперь я буду стричься. А еще я купил тебе косметику, и начинает делать ей макияж. А сейчас в настоящем она стоит перед Джуджу. Джуджу поражена, увидев ее, ведь она выглядит в точности как сама. Марин говорит, ты выглядишь потрясающе. Годжо спрашивает, тебе нравится? Она отвечает да. Марин так рада видеть ее в образе Сомы, что просит сделать селфи. Они делают совместное селфи. Затем мы видим, как они фотографируют Джуджу в образе черной лилии. Годжо смотрит на Шинджу, которая фотографирует, и видит, что она выглядит безумной. Шинджу говорит Марин, теперь твоя очередь. Они решают воссоздать сцену с черной лобелией и черной лилией. Марин подходит к ней, и Джуджу широко раскрывает глаза, увидев Марин в образе черной лобелии. Она ведет себя точно так же, как она. Марин с серьезным видом держит ее за лицо. Но тут Годжо восклицает, Марин, нет, у черной лобелии всегда грустное лицо. Но она не может остановиться и улыбается, говоря, Джуджу, ты просто прелесть, с которой я могу справиться. Затем она уходит, сказав, мне так весело. Шинджу все еще фотографирует Марин. Джуджу говорит, спасибо тебе за то, что ты сделал для Шинджу. Сколько бы это ни стоило, я заплачу тебе. Потому что она, наверное, не знает, что тебе пришлось заплатить за ее косплей-костюм. Годжо говорит, что все в порядке, но Шинджу отвечает, когда дело касается денег, нужно быть серьезным. Она говорит, я понятия не имела, что она хочет стать косплеером, а Годжо отвечает, иногда нужно набраться смелости, чтобы сказать, что тебе нравится. Я прекрасно тебя понимаю. Она думает, что Годжо столько всего сделал для ее сестры, он замечательный. Годжо оборачивается и спрашивает, ты что-то сказала? Она отвечает нет. Сцена меняется, и мы видим, как Марин делает снимки Шинджу, которая выглядит как черная лобелия. В этот момент Шинджу говорит, у меня получился лучший снимок с тобой. Вдруг Марин слышит какой-то звук. Она говорит, грудь Шинджу становится больше, а держатели для пчел ломаются. Позже дома они рассматривают свои фотографии. В этот момент Джуджу смотрит на одну из самых красивых фотографий Марин и думает, Годжо не единственный, в кого я влюбилась с первого взгляда. Теперь она смотрит на косплей Шинджу, которая спрашивает, мой косплей был слишком странным. Джуджу отвечает, нет, это косплей, который я бы никогда не смогла сделать. Шинджу громко вскрикивает. Джуджу спрашивает, что случилось. Она говорит, но ты хорошо выглядишь в любом косплее. Джуджу отвечает, нет, для костюма Сомы нужен был кто-то повыше, а я маленькая. Я не могу, я тебе завидую. Шинджу говорит, я тоже хочу быть косплеером. Джуджу очень рада. Они снова начинают рассматривать фотографии. Она смотрит на Годжо и краснеет. Позже она делится с ним фотографией. Пока он смотрит на фотографии, он разговаривает с Марин, которая говорит, отправь мне фото, если Джуджу поделилась с тобой. Она смотрит аниме Блэй и спрашивает, очень приятно, что ты помог Шинджу. Годжо отвечает, я понял, что она хочет сделать косплей, и помог ей. Марин спрашивает Годжо Куна, ты тоже хочешь сделать косплей, верно? Он отвечает, что? Она говорит, ты должен был сказать мне, если хотел. Он уточняет, нет, я не хочу. Сейчас она смотрит эпизод с неоновой татуировкой на шее, которую носит персонаж, и понимает, что забыла взять эту татуировку на съемку. Несколько дней спустя, когда начинается лето, Годжо отдыхает. Он смотрит на свой новый косплей-костюм. Мы видим, как в воспоминаниях тюремщик открывает дверь. Мы видим женщину с белыми волосами. Она снимает маску, и мы слышим, как она громко кричит, обнажив острые зубы. Это персонаж Вероника. Мы понимаем, что они смотрят другое аниме. Марин говорит, что ее загорелое тело, острые зубы и недовольный взгляд заставляют ее любить Веронику. Годжо говорит, что он может быстро сделать ей костюм для косплея. Сейчас в настоящем он думает, что сделал это быстрее, чем другие костюмы для косплея. В этот момент Марин зовет его, и он идет открывать дверь. Он в шоке, увидев ее загорелое тело, как у Вероники. Он спрашивает, как она загорела. Она отвечает, что сделала это для Вероники Таи. Годжо восклицает, что ей не обязательно было это делать. Затем она говорит, что хочет принять душ. Она говорит, что нанесла тональный крем на тело, чтобы не обгореть на солнце. Годжо закрывает дверь в ванную, и Марин снимает одежду, говоря, что она вся мокрая. Годжо говорит, что он оставит свою одежду снаружи, чтобы она могла ее надеть. После душа она пьет колу и говорит, что чувствует себя прекрасно. Годжо думает, что она надела его одежду, и ему неловко. Марин спрашивает, почему он покраснел. Он пытается скрыть лицо.
Она показывает ему тональный крем для загара, который купила для косплея Вероники, и цепочки для косплея. Она даже купила обои, чтобы воссоздать сцену. Она говорит, что не нашла зубы. Годжо отвечает, что купил накладные ногти, которые можно использовать как зубы. Марин сразу же их надевает. Она показывает ему и говорит, как я выгляжу. Годжо отвечает, потрясающе. Она говорит, теперь я пойду собираться, и поднимает футболку, чтобы нанести тональный крем. Годжо краснеет, глядя на нее, и она спрашивает, тебе жарко? Ты весь красный. Он пытается встать, чтобы принести воды, но поскольку он прикован цепями, она падает и ударяется головой о стену. Она ранена и не может надеть парик, поэтому косплей откладывается. Затем они выходят и заходят в магазин мужской одежды. Она говорит, давай купим тебе что-нибудь. Они заходят, и она просит его примерить рубашку. Она ждет снаружи, пока он переодевается. Продавец смотрит на нее и думает, что она горячая штучка, а парень внутри должно быть ее парень. Но когда Годжо выходит, продавец думает, боже, я хочу умереть, просто глядя на него. Он уходит, говоря, если тебе нужна помощь, просто скажи. Годжо продолжает примерять новую рубашку, а Марин просто смотрит на него. Глядя на него, она думает, что мне делать. Он мне нравится в любой одежде. Вдруг он говорит, я не ношу такие рубашки. Она просит его примерить обычную футболку. Она тоже берет одну для себя, думая, я буду ему подстать. Она выходит в этой футболке, но Годжо замирает. После нескольких попыток она говорит, я проголодалась. Они идут поесть и наслаждаются едой. После этого Марин спрашивает, когда мы будем делать косплей Вероники. Годжо отвечает, мне придется отказаться. Она спрашивает, почему? Объясни. Он говорит, что по сравнению с другими нарядами здесь гораздо меньше ткани. Я не смогу это надеть. Услышав это, Марин вдруг начинает его подкалывать. О боже, я так серьезно отнеслась к этому, что даже не подумала, что это может быть серьезной причиной. Она делает серьезное лицо и говорит, я понимаю твою озабоченность, я сама дома это сделаю. Годжо неловко отвечает, ладно. В этот момент Марин смотрит на него, берет его за руку и говорит, хочешь, чтобы я прислала тебе фото в этом наряде? Доджо пугается и краснеет. Она говорит, я шучу. Теперь, когда наступило лето, говорит Марин, о, как жарко. Они стоят на обочине дороги. Затем они заходят в кафе, чтобы выпить колы. Годжо весь красный, потому что они сидят слишком близко. Марин говорит, боже, какие удобные здесь сиденья. Она наклоняется вперед, чтобы посмотреть меню. Годжо думает, мы так близко, и почему здесь так тесно. Но потом он в шоке видит, что она смотрит на страницу с эротикой. Затем она показывает ему популярную мангу, говоря, что это самый продаваемый комикс. Она дает ему книгу и рассказывает историю о том, как главный герой Канама всю ночь пишет романы, а милая дьяволица Лис Кьян пытается его усыпить. Она говорит, мне нравятся косички Лис, они такие же, как у Джуджу, и выглядит мило. Она говорит, я хочу сделать косплей Лис Кьян. Годжо спрашивает, тогда почему ты не сделаешь это? Она отвечает, я не думаю, что буду хорошо выглядеть с косичками. Но Годжо говорит, я думаю, что тебе они очень пойдут. Она краснеет, услышав это. Годжо говорит, я думаю, тебе стоит сделать косплей. Вирин хочет что-то сказать, но не может. Но потом он говорит, что может быть сделает это. Затем он спрашивает ее о персонаже. Она говорит, что Лис Кьон — это демон, который заставляет мужчин видеть развратные сны, а потом убивает их. Годжо спрашивает, что в этом забавного. Это довольно тревожно. Она говорит, что это очень спокойно. Почитай мангу, и ты поймешь. Он начинает читать. Лис Кьон поет колыбельную, чтобы Канема уснул. Она не может его усыпить, вместо этого засыпает сама. На следующий день он дарит ей шоколад, и она очень радуется. Годжо продолжает читать мангу, и ему становится очень хорошо. После этого Марин уходит, сказав, что ей нужно кое-что купить, а Годжо смотрит на персонажа и думает, что рисунки слишком упрощенные. И он понятия не имеет, как должен выглядеть костюм, в отличие от других костюмов, которые он делал раньше. Он думает, что ему придется придумать самому. Проведя некоторое время в кафе, Марин говорит, что ей было очень весело. Годжо спрашивает, можем ли мы зайти в книжный магазин. Я хотел купить мангу. Она говорит, что ладно, давай сходим. В следующей сцене мы видим Годжо, который весь вспотел, потому что сейчас он сидит в отеле для свиданий. Затем мы видим воспоминания о предыдущем дне. Годжо пишет Марин, что закончил делать костюм. Марин говорит, что они пойдут на фотосессию в студию. Теперь они стоят у входа в студию, Марин заходит внутрь, говоря, что пора. Они регистрируются, потому что это номер в отеле для фотосессии. Когда они заходят, Марин радуется, увидев номер. Затем она смотрит на электрический массажер и говорит, смотри, в отеле для свиданий есть и такая штука. Годжо в шоке и спрашивает, ты сказала, что это отель для свиданий? Она отвечает да, и он начинает паниковать. Марин говорит, вообще-то я нашла фотографии этого места в интернете и забронировала его. Но когда мы приехали, я поняла, что это отель для свиданий. Годжо раздраженно говорит, тебе нужно было проверить детали. Затем он оглядывается и думает, в этой комнате все такое взрослое.
у меня голова кружится. Марин говорит, иногда косплееры устраивают девичники в отелях для свиданий. Показывая фотографии, она говорит, смотри, они, кажется, веселятся. Затем она говорит, я проголодалась, закажу что-нибудь. Но тут Годжо останавливает ее и говорит, нам, шахтерам, здесь не место. Но она просто отвечает, я пойду переоденусь, потому что если мы ничего не сделаем, то деньги, которые я потратила, будут потрачены зря. Затем Вирин заходит в ванную и говорит, ванна просто сумасшедшая, хочешь со мной? Годжо в полном замешательстве. Вернемся в настоящее, когда она уже переоделась. Годжо сидит снаружи весь в поту, наедине с Марин в отеле для свиданий. Он включает телевизор, чтобы отвлечься, но когда начинает играть взрослый контент, выключает его. Внезапно появляется Марин и пугает его. Она говорит, этот наряд такой милый. Пуговицы в виде жемчужин просто супер. Марин хвалит наряд, и Годжо говорит, я изучил одежду персонажей из манги. В манге все неясно. Поэтому я изучил одежду девушки-демона и сделал этот наряд. Марин говорит, вот почему он такой классный. Затем она садится ближе к нему и говорит, не только этот костюм, но и все твои костюмы лучшие. Годжо отвечает, спасибо тебе большое. Затем он начинает делать ей макияж. После этого она наконец-то готова. Она спрашивает, я хорошо выгляжу с косичками? Он отвечает, ты выглядишь как Ли Скаян из манги. Она говорит, мне сейчас очень неловко. Он говорит, вау, ты такая красивая, а она думает, что он говорит это ей. Но на самом деле он хвалит парик, и она делает грустное лицо. Затем она говорит, мне так нравятся эти крылья. Годжо говорит, я хочу воссоздать некоторые сцены, поэтому купил реквизит. Марин берет одно из крыльев и говорит, ты выглядишь сонной. Годжо говорит, хотел бы я это сфотографировать. Он начинает снимать. Затем она говорит, мне так нравятся эти крылья. Теперь он снимает ее в разных позах, воссоздавая некоторые сцены из манги. На снимке с шоколадом она выглядит очень мило, когда ест. Он делает столько снимков, сколько может. Затем она пьет колу и говорит, мне так хорошо. Годжо просит ее воссоздать сцену, где она поет колыбельную. Она приняла нужную позу, но снимок, который он сделал, кажется не очень удачным. Чего-то не хватает прямого зрительного контакта. Ему приходит идея, и он просит ее сесть сверху. Она говорит, хорошо, и садится на него. Она говорит, я сижу на тебе. Ты готов? Годжо отвечает, да, и делает снимок. Она смотрит на него и говорит, боже, это так идеально. Вирин говорит, мне так весело. Годжо говорит, мне тоже очень весело. Но только сейчас он понял, в какой они позе. И это отель. Он смотрит на Марин и чувствует себя неловко. Он говорит, мне нужно, чтобы ты сейчас слезла с меня. И она уже собирается закричать, но останавливается. Ее телефон падает на стойку регистрации, и свет гаснет. В номере темно, и они оба смотрят друг на друга, раскрасневшись. Они уже готовы поцеловаться, но тут звонит телефон. Администратор говорит, что пора выселяться. Марин говорит, что пойдет переоденется. В ванной она думает, что они были слишком близки. Когда они выходят, мимо проходит взрослая пара. Женщина смотрит на них и думает, что они хорошо смотрятся вместе. Дома Годжо не может выбросить Марин из головы. Мы видим, как Годжо рисует лицо куклы Хина, когда он увидел фейерверк из своего окна. В этот момент он получает сообщение от Марин с просьбой о помощи. Годжо приходит к ней и узнает, что ей нужна помощь с изготовлением цветов для ее нового костюма. Затем она рассказывает ему, что поговорила с отцом о том, чтобы он взял ее с собой на фестиваль, но он отказался, потому что она не сделала домашнее задание. Годжо спрашивает, почему, и она отвечает, что взяла много заказов и забыла про домашнее задание. Он спрашивает, какую работу она выполняет, и она показывает ему журнал. Годжо поражен, увидев ее там. Она говорит, что редактор этого журнала был в салоне, куда она обычно ходит, и спросил, не хочет ли она поработать моделью. Она согласилась. Годжо удивлен, что она действительно собирается купить дорогую камеру. Потом она предлагает Годжо посмотреть фильм. Она говорит, что это фильм ужасов, но совсем не страшный. Однако она больше всех боится во время просмотра, а Годжо совсем не боится. В конце фильма он говорит, что хочет еще раз посмотреть одну сцену. Марин, испугавшись, спрашивает, зачем, а он отвечает, что может кое-чему научиться у актеров и гримеров. Марин отворачивается, чтобы не пугаться еще больше. Сделав домашнее задание по английскому, она радуется, что справилась, и вспоминает, что забыла домашку по математике. Они идут в школу, чтобы забрать ее. Забрав, они выходят из класса. Спускаясь по лестнице, она выглядывает в окно и замечает школьный бассейн. Она берет с собой Годжо. Она говорит, что просто окунется, но в итоге падает в воду. Годжо очень испугался, когда она не вынырнула, и прыгнул за ней. Когда он вытащил ее, она сказала, что всерьез думала, что утонет. Она встает и говорит, что не умеет плавать.
но я так люблю воду, что ходила на пляж с друзьями. Мне нравится смотреть на океан, сидеть и слушать волны. Поэтому я люблю ходить на пляж, даже если не умею плавать. Годжо говорит, что он чувствует то же самое. Хотя он еще не умеет раскрашивать лица кукол, но они ему нравятся. Она предлагает пойти вместе на фестиваль. Годжо спрашивает про ее домашнее задание. Она говорит, что быстро его сделает. Позже, в тот же день, когда Годжо раскрашивал лицо куклы, он получил сообщение от Марин, что она делает домашнее задание. Вечером, когда Годжо уходит на фестиваль, потому что она сделала домашнее задание, его дедушка говорит, чтобы он был осторожен, и он прощается. Теперь он едет на поезде на фестиваль, и когда приезжает, то удивляется, увидев так много людей. Он просматривает сообщение от Марин и ждет ее. Как раз в этот момент она появляется и говорит: «Извини, что заставил тебя ждать». Он не может отвести от нее глаз. Она спрашивает его, как она выглядит в юкоте, но он просто пялится на нее. Она спрашивает, в чем дело. «Дай угадаю, ты один из тех парней, которые приходят в восторг от вида затылка девушки, а он просто краснеет и не может ничего сказать». Ее сердце начинает бешено колотиться при мысли: «Я рад, что надел юкату», и она пытается показать свой затылок еще больше. После этого она просит его заглянуть в магазин, где продаются засахаренные яблоки. Купив одно из них, она говорит: «Я собираюсь сразу же приступить к делу». Затем она идет в другой магазин, но Годжо видит, что она уже перешла в другой. Теперь она водит его по стольким магазинам, что он чувствует раздражение. Затем она говорит: «А теперь пойдем в Плаза и поедим, этого нам хватит». Пока они гуляют и разговаривают друг с другом, как раз в этот момент начинается фейерверк. Они оба поражены, увидев это. Это выглядит так потрясающе. Годжо думает, что когда он видит их так близко, звук резонирует во всем теле. Он вспоминает, что когда он был один, без друзей, фейерверки из его окна казались ему громким эхом, которое он слышал на расстоянии. Но в этом году так удивительно наблюдать за ними с такого близкого расстояния. Это все из-за Марин. Он смотрит на нее и не сводит с нее глаз. Она смотрит на него в ответ и вдруг высовывает язык. Он пугается: «У тебя изменился цвет языка». После фестиваля у нее сильно болят ноги из-за обуви. Он говорит: «Я куплю тебе бинт», но она говорит: «Просто возьми меня с собой». Он весь красный, как сейчас она у него на спине. Он уходит, неся ее на руках, а она говорит: «Извини, что тебе приходится меня нести. В следующем году я буду осторожнее на фестивале». Годжо рад, что она будет с ним еще год. После этого они долго разговаривают. Ночью, когда Годжо собирается ложиться спать, ему звонит Марин. Она очень напугана, потому что на этот раз смотрела фильм ужасов одна. А потом, когда пошла в ванную, ей показалось, что там кто-то есть. Она говорит: «Теперь я боюсь каждого шороха. Я схожу с ума». Поэтому Годжо решает поговорить с ней по телефону, пока они оба не заснут. Они ложатся в кровати и обсуждают, как весело им было в этом году. Но Годжо засыпает. Она чувствует, что он отключился, и говорит: «Годжо-хан, я люблю тебя», и желает ему спокойной ночи. На этом история заканчивается, и Годжо не знает, что Марин уже влюблена в него. Давайте наберем 1 000 000 лайков. Мы будем снимать еще больше таких красивых видео, и что вам больше всего нравится в этой истории. Я всегда читаю все ваши комментарии. Так что пишите прямо сейчас и не забывайте, что вы лучшие.